Добрый день, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом варенья из слив. Для меня он самый вкусный и самый удачный. Но процесс приготовления не совсем обычный. Варенье не варится, а запекается в духовке. Сливовое варенье получается насыщенным, ароматным, вкусным, с легкими пряными восточными нотками. Итак, для варенья нам понадобится 1 кг слив. Сливы берите одинакового размера. Также еще нужна будет палочка корицы, сок лимона, бадьян и полкилограмма сахара. Начинаем приготовление. Первым делом из слив нужно удалить косточки. У меня они удалялись не совсем легко, поэтому я использовала нож. Подготовленные половинки фрукта пересыпаем в глубокую форму для запекания. Распределяем их по всей форме и засыпаем сливы сахаром. Добавляем сюда также палочку корицы, вставляем ее глубоко в сливы, чтобы она хорошо отдавала свой аромат. И кладем еще 3 звездочки бадьяна. Их кладем в разных местах. На 1 кг слив нам нужен сок половины лимона. Поэтому лимон разрезаем пополам и из одной половины выдавливаем сок на сливы. В таком виде даем постоять пару часов, для того, чтобы начал выделяться хорошо сок. Прошло 2 часа. Сливы стояли на столе при комнатной температуре. Сока выделилось достаточно, и теперь сливы при запекании точно не подгорят. Слегка перемешиваем их, чтобы сахар равномерно распределился. Отправляем их в предварительно разогретую до 150 градусов духовку на 1,5 часа. Каждые полчаса открываем дверцу духовки и аккуратно перемешиваем варенье, чтобы сахар полностью растворился. Кто не знал про такое варенье, сохраняйте рецепт, нажав на пальчик вверх, и готовьте самое вкусное сливовое варенье. Прошло 1,5 часа, варенье из слив готово. В горячем виде оно достаточно жидкое, не переживайте, после полного охлаждения оно загустеет. Далее из варенья достаем бадьян и палочку корицы. Они весь свой аромат и пряность отдали сливам и больше нам не нужны. Варенье разливаем по стерилизованным банкам и хорошо закручиваем. Сегодня буду заливать варенье в банку с вот такой крышкой. Очень удобно, варенье хранится прекрасно, как и в обычных банках с резьбой. Переливаем горячее варенье в банку и закрываем крышку. Закрытые банки с вареньем оставляем на столе до полного остывания, а затем убираем в место для хранения. Из данного количества ингредиентов получается 600-650 мл готового варенья. Посмотрите, какой получается красивый цвет. Пробуйте приготовить самое вкусное варенье из слив, запеченное в духовке, и делитесь этим рецептом с друзьями и знакомыми. Не забывайте поставить пальчик вверх, если понравилось видео. И до новых встреч! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».